Приветствую всех вас на моем канале. И сегодня в видео я расскажу про соединение Меркурия с Нептуном, которое состоится уже 17 апреля. В этот четверг нас ожидает редкое астрономическое событие – соединение Меркурия и Нептуна, видимое с Земли. Астрологи предупреждают о потенциально непростом влиянии этого аспекта на эмоциональное состояние людей, предвещая день, наполненный переживаниями, унынием и повышенной раздражительностью. Однако это вовсе не означает неизбежного погружения в пучину негатива. Многие смогут успешно преодолеть трудности, сохранив душевное равновесие и продуктивность. Ключ к успешной навигации по этому астрологическому ландшафту лежит в осознанном управлении своим эмоциональным состоянием и окружающей средой. Давайте разберем подробнее, как можно минимизировать негативное влияние этого соединения планет и превратить потенциально сложный день в продуктивный и спокойный. Главное это осознать, что предсказанные астрологами трудности, скорее всего, коснутся прежде всего нашего внутреннего мира. Это не предвещает глобальных катастроф или непреодолимых препятствий, а указывает на потенциальное усиление эмоциональной чувствительности и склонности к пессимизму. Внешние обстоятельства могут остаться неизменными, но наше восприятие их может быть искажено негативными эмоциями. Первый и, пожалуй, наиболее важный шаг – это ограничение общения с токсичными людьми. В жизни каждого из нас есть личности, которые словно притягивают негатив. Это люди, постоянно сомневающиеся, недовольные, склонные к критике и фокусирующиеся исключительно на плохих сторонах любой ситуации. Их пессимизм и отрицательная энергия подобны вирусу, способному заразить окружающих. В день соединения Меркурия и Нептуна, когда и без этого эмоциональный фон может быть напряженным, контакт с такими людьми может стать настоящим испытанием. Поэтому, насколько это возможно, постарайтесь минимизировать общение с ними, избегая ненужных контактов и дискуссий. Помните, что забота о своем психическом благополучии – это не эгоизм, а необходимость. Второй важный аспект – работа над собственным восприятием. Не поддавайтесь соблазну стать тем самым источником негатива, который вы стараетесь избегать. Если произойдет что-то неприятное, не зацикливайтесь на этом. Не стоит делиться своими проблемами со всеми подряд, превращаясь в источник жалоб и негативных эмоций. Помните, что постоянное обсуждение неприятных моментов только усиливает их воздействие, закрепляя негативные чувства. Лучше постарайтесь переключить внимание на позитивные аспекты ситуации, найти что-то хорошее даже в самых сложных моментах. Третий совет – культивирование оптимизма. Это не означает игнорирование трудностей или попытку их отрицать. Оптимизм – это не слепая вера в лучшее, а способность видеть возможности даже в неблагоприятных обстоятельствах, сохранять спокойствие и искать конструктивные решения. Включите рациональное мышление. Анализируя ситуацию объективно, ищите позитивные моменты и старайтесь увидеть за проблемой возможность для роста и развития. Развивайте в себе способность находить во всем хорошее, даже в самых сложных обстоятельствах. Это требует практики, но результат того стоит. Наконец, четвертый совет – это следование своим планам. Эмоциональная нестабильность, вызванная соединением планет, может выбивать из колеи, вызывая желание отказаться от намеченных дел. Однако именно в такие моменты особенно важно придерживаться своего плана. Завершение запланированных задач, достижение поставленных целей – это отличный способ укрепить уверенность в себе и противостоять негативным эмоциям. Систематическая работа даже в сложный день позволит вам чувствовать себя более уверенно и контролировать ситуацию. А на сегодня это все, и не позволяйте временным эмоциональным колебаниям сорвать ваши планы и разрушить вашу продуктивность. Помните, что вы хозяин своей жизни, и ваше эмоциональное состояние – это ваш выбор. До скорых встреч!